Итак, друзья, мы продолжаем изучать содержание магических текстов двух плит, названных Астрака, на которых записаны события, повествующие о нападении на Египет флота пришельцев в начале 13 века до нашей эры. Но, так как эти тексты вызвали и у нас, и у вас такой интерес, то мы, первые, зарегистрировались и стали членами Российской публичной исторической библиотеки, где ранее был оригинал книги Алана Гардинера «Астрака», о которой мы рассказывали в первой серии. Поехали, посетили ее, но, к сожалению, этой книги там уже нет, а есть только рецензия на это издание. И именно рецензия размещена на официальном сайте. Но ничего страшного, как мы уже говорили, эта книга есть у нас в электронном виде. А вот в библиотеке мы взяли посмотреть и почитать оригинал египетской грамматики Алана Гардинера. Подержали ее в руках. Данное издание 1927 года. Представляете, этой книге скоро уже будет 100 лет. Мы, дорогие друзья, держим ее в руках. И далее на основе этой грамматики мы с вами начнем читать и переводить надписи с этих плит. Второе, и это вообще невероятно, мы нашли фотографии этой уцелевшей плиты на сайте Эшмоловского музея Оксфорда в каталоге астраконов под регистрационным номером Анаш Мус HO300. Прямая ссылка на данную плиту на сайте музея будет у нас в описании под видео. Переходите по ней, скачивайте фотографии этой плиты с текстами, а мы идем дальше и рассмотрим ее лицевую сторону крупным планом. А вот и ее обратная сторона. И теперь мы, дорогие друзья, можем сравнить: первое – оригинал из музея, второе – рисунки из книги Астрака Алана Гардинера, третье – трактовку иероглифов от Эдварда Макбрайда. Но для начала давайте найдем и прочитаем название этого демона Эсхака на обеих плитах. Начнем со второй. Там более четко видно это слово в правом верхнем углу. Читать нужно справа налево. Слова отделяются красными точками, разделителями. И, соответственно, это второе слово, состоящее из 5 иероглифов. Первый иероглиф справа налево – это «С», второй – «Х», третий – это «А» в виде коршуна, четвертый и пятый – это два твердых «К». Итого «Эсхак». Хак – разрушитель, Эс-Хак – супер-разрушитель. А где же его имя на первой плите? А вот оно, опять же, второе справа налево в верхнем ряду. Также, дорогие друзья, вам в помощь краткая методичка с буквами и иероглифами. И теперь вы готовы к своему собственному расследованию. А мы переходим к расшифровкам текстов нашей сохранившейся плиты Астрака 2, лежащей сейчас в запасниках музея Эшмола в Оксфорде. Давайте быстро пробежимся по 48 записям и их переводу. Но прежде нужно уточнить несколько ключевых моментов. Первое. Данные записи были датированы уже периодом 30 лет спустя, после появления демонов. Второе. Эта плита была подписана писцом по имени Бхент уже во время правления Рамзеса III, где-то в 1173-75 году до нашей эры. Третье, и что самое интересное, все эти записи – это компиляция всех случаев, свидетельств, встреч и происшествий, устроенных демонами Эсхака, собранные, внимание, из нескольких источников. От очевидцев и родственников жертв, сообщения от разных пострадавших городов и поселков, записи храмовых жрецов из Анну, Мемфиса, Тарта, Таниса, Абидоса, Дендер и Эдфу, пострадавших от налетов данных демонов. Предлагаем вам посмотреть дословный перевод и построчную интерпретацию второй плиты, записанную писцом Бхентом. Мы специально даем оригинал, как он звучит по-древнеегипетски, и его прямой перевод, так что можете поставить потом на паузу и прочитать все записи. Начнем с записи номер 1. Хак, Эсхак, Бер, Эмпет. Верни себя, Эсхак, появляющийся в небе. Если подумать, то явно не приветствие. Это звучит как осознание поведения или появления демона. По факту это значит «уйди отсюда, сгинь нечистый, верни себя». Теперь запись номер 2. RTFM. Он видит спереди.
Использование термина физического применения, что означает максимальное расширение лица, нос, область глаз. Оба писца Астраки 1 и Астраки 2 употребляли этот термин в одном и том же значении – лобная область с глазами. Но в египетской религии использование двух глаз встречается редко. Большинство изображений глаз богов, Камте, были единичными. Глаз Гора, глаз бога Ра всегда идут как отдельный глаз. Тут же аномалия, имеющая две точки освещения, или даже более. Еще раз, он видит спереди. Но согласитесь, что ни один египетский бог не описывался, как он видит спереди. Тут явное описание какого-то объекта, который может что-то анализировать, видеть или освещать какой-то только определенной своей частью, спереди. Запись номер 4 и номер 25. Амка танти ери авка. Ты ешь лепешки та из-под своего тела. Снова поедание лепешек та. Язык или половина человеческой челюсти. Смотреть пункт номер 3. Этот язык – это некий механизм или технология, с помощью которого демон поднимает предметы с земли и может быть видимым, полувидимым или просто воспринимаемым. Луч света подошел бы идеально. Опять же, единственный способ для песцов объяснить происходящее – это представить существо в человеческом, животном или антропоморфном обличье. Мы видим два упоминания о поедании лепешек та с помощью языка в Астраке 2. Одно упоминание о том же способе встречается в Астраке 1 с использованием языка или челюсти в качестве единственного способа переноса предметов вовнутрь демона. Обратите внимание, что лепешки та расположены ниже по тексту. Идем дальше. Запись номер 8. Скет кепешка. Заманить в ловушку или сеть. Твоя сила. Это значит, что были пойманы и собраны на борт кораблей люди или животные невидимыми сетями или какими-то силовыми ловушками. Запись номер 10. Нихем Весчертка. Ты хватаешься за уши. Парализуешь низкочастотным ультразвуком и оглушаешь, как еще один из вариантов, описывающих захват обездвиживания. Запись номер 11. Хетем река. Ты запечатываешь уста. Чтобы вызвать у жертв шок, возможно, ужасный страх и неспособность обсудить инцидент. Запись 12. Шат неска. Ты подрезаешь или вырезаешь языки. Тут, как говорится, без комментариев. Запись номер 18. Ар-Ухем Хай-Эрфан. Повторение «Слава тебе» вернет его обратно. Если мы будем тебя славить и приносить тебе жертвы, то, возможно, ты вернешься обратно, откуда прилетел. Как говорится, снова без комментариев. Запись 21. Хер мескали к эмбат на льву Анну. Ты меняешь кожу перед этими властителями Анну. Опять это странное действие. Еще один атрибут возможной формы – изменение формы корабля. Обычно это заметно в дневное время. Перед этими лордами Анну дневное появление перед ключевыми представителями власти. Запись номер 22. Анк эсхак купер и пер. Ты режешь, вызываешь разрушение и ужас, уходя на небо. Повреждение, приписывающее
выписываемый демоном. Порез относится к физическому повреждению, а не к астральному маневру. Запись номер 26. Тесмини рен ка. Тесмини. Имя твоей матери. Не удается найти имя Хесмими в записях. Буквально перевод означает свирепоглазая львица или кошка. Символ божества не используется. Очевидно, что это еще одно мнение о зверином технологичном, но в любом случае не божественном происхождении Эсхака. Запись номер 34. БН Кхенти к Ер Апту. Не можно увидеть твой фронт к городу Апту. Обеспокоенность также вызывает это появление в 400 милях к югу, очевидно на обратном пути в район первоначального наблюдения. Апту, он же Абидос, находится к северу от Уаста, Фивы, современный Луксор. Те же опасения и опасения по поводу нарушения религиозных заповедей. Тут, дорогие друзья, самое время посмотреть на карту Древнего Египта, наложив на нее города, пострадавшие от налетов демонов. И вы посмотрите эти ключевые города империи Сети II, в которых эти уничтожители Эсхака специально сеяли страх и ужас, бороздили небо, забирали людей и животных, абсолютно не опасаясь, что их могут сбить, сжечь или каким-то образом повредить. Жрецы главных храмов посчитали это пощечиной верховному богу Амон-Ра. Более того, они стали проводить церемонии поклонения уничтожителю с мольбами и покорностью: если ты решишь остаться, мы привыкнем жить с тобой. Также особо отмечено, что главный корабль уничтожителя постоянно изменял свою форму, цвет, внешний вид, яркость огней. Иногда становился размытым, маскировал свой вид, становился невидимым. Он менял кожу, написано в надписи номер 21. Причем все это неопознанный объект, демонстрировал открыто и даже нагло. Перед верховными правителями власти в Анну, древнеегипетское название Гелиополя и Мемфиса, когда он резко набирал скорость, стартуя с места, он разрезал все вокруг, вызывал разрушение, уходя на небо. НЛО наносили физические разрушения и ранения людям и строениям. Не астральные, а именно физические разрушения. У демона, кроме горящих глаз, прожекторы или двигатели задних ног, опорные лапы, был еще и язык, с помощью которого он захватывал с земли людей, скот или предметы, находясь в это время на небе. Язык этот может быть видимый или полувидимый. По всей видимости, речь идет о притягивающем предмете луче света, притягивающий луч. Интересно, что жрецы устраивали церемонии подношения демону продуктов питания, и что еще более интересно, что демон их забирал с помощью этого притягивающего луча. То есть жрецы установили с ним контакт. По мере того, что происходило, демону и уничтожителю присвоили имя, которое, если перевести на понятный нам образный язык, будет звучать как Эсхак, суперразрушитель, восставший из ада. НЛО появлялся в разных местах неожиданно. Надпись номер 28. Когда-то являющий перед людьми на западе, востоке, севере и юге неба, о боге. Но одним из самых интересных моментов в текстах является упоминание интересной особенности, а именно то, что он вытаскивал души, из-за чего его стали ассоциировать с демонами, восставшими из ада. Постоянно перемещался. Площадь его перемещения достигала площади в 700 километров. У жрецов и правителей возникли опасения, что действия разрушителя вызовут религиозные беспорядки, поскольку египетские боги не помогали египтянам избавиться от этого существа, кроме разрушения зданий при резком старте, похищения людей и животных, изъятия органов и душ. Материнский корабль вызывал на земле пожары и наводнения, которые носили катастрофический характер. Более того, к основному объекту Запада прилетели меньшие по размеру объекты, которых тот поглотил. Из других мест сообщили, что меньшие по размеру корабли ловили людей и животных, и что перед захватом на жертв оказывалось какое-то воздействие. Люди хватались за уши и падали, после чего их забирали. Это вторжение с небес подтолкнуло жрецов и аристократию Сети II пересмотреть их религиозные системы верований. И храмовые священники были озадачены тем,
кто же это? Новый бог или демон Эсхак? Как мы отметили чуть раньше, его поведение вызывало сомнения в его божественной сущности, поскольку он был очень жесток к людям. Поставьте себя на место жителей империи, задокументировавших, что делали эти демоны. Первое, они совершали маневры, совершенно не беспокоясь о том, что этим они вызывают пожары и разрушения в городах, над которыми они совершаются. Второе, они совершенно не заботились о том, чтобы уменьшить страх людей от их появления и действий. Третье, они похищали людей, причем делали это с использованием систем обездвиживания. Возможно, использовали некое оружие направленного действия, которое парализовывало жертв. Четвертое, они резали и потрошили людей и скот, не делая разницы между человеком и скотом. Брали образцы и изымали органы. Пятое, они своими действиями умышленно вызывали пожары и серьезные наводнения нескольких районов, в результате чего пострадали населенные пункты и погибли люди. Поэтому, учитывая вышеперечисленное, ни о каком природном явлении типа кометы или звезды не может быть и речи. В настоящее время имеется множество попыток представить все подобные аномалии в древних текстах, как фантазии древних людей на тему демонов, мифов и магии. И именно под такой классификацией значатся эти древнеегипетские тексты в книге Алана Гардинера. Парадоксально, но жрецы Камте проявили большую открытость к разгадке тайны Эсхака, чем наши научные учреждения сегодня. Древние жрецы, несмотря на то, что появление демона подвергало опасности само существование империи и устоявшихся верований, все же признали его существование и предоставили нам полный отчет о тех событиях. Так что у нас с вами есть эти уникальные тексты, и мы продолжаем. Ну и что? По-вашему, это не интересно, мистер Холмс? Интересно. Для любителей древности. Хорошо, мистер Холмс. Ну и при чем здесь катастрофа бронзового века? И вот теперь, дорогие друзья, давайте проанализируем контекст и события в Древнем Египте, окружавшие данный визит. Появление демонов Эсхака произошло в период начала правления сына Мирниптаха, Сети II, в начале 1200-х годов до нашей эры, когда Египетская империя по факту была самой мощной державой древнего мира и привело, первое, к бесславной смерти данного правителя. Он, в отличие от Тутмоса, испугался и не вышел с войском навстречу демонам, а просто где-то отсиживался и прятался. Его гробница даже не завершена. Настолько его презирали, видимо, те, кто провожал его в последний путь. Второе. Так как фараон оказался не богом и традиционные боги не защитили Египет, то за смертью Сети II начинается цепочка гражданских войн, когда одновременно правит по нескольку фараонов и женщин-регентов. При малолетних правителях Амемнес, Саптах, Таурсеты и Синурсеты. Третье. В результате этой игры престолов гибнут все прямые и косвенные наследники великого Рамзеса II, и возникает новая 20-я династия, тоже пытающаяся примазаться к величию предков. Но они уже не настоящие Рамзесы по крови, и не боги-фараоны, а просто ставленники жреческих или околовоенных группировок и кланов. И все об этом знают, но вопреки всему этому Египет еще как-то держался, и тут, как апофеоз всего, на Египет и весь мир надвигается названная позже историками катастрофа бронзового века, когда нашествие народов моря, вооруженных стальными доспехами, мечами, секирами и оснащенное самым современным на тот момент флотом, сметает на своем пути все существующие на тот момент империи до границ Ирана, а потом эти народы просто исчезают. Это как? Простите. Давайте более подробно поговорим об этом нашествии в нашей следующей серии.